Привет! Относительно молодая китайская компания Blitzwolf потихоньку наращивает обороты, и в этот раз они выпустили на рынок свои умные часы с трудным названием BWHL1. Знаете, сколько они стоят? $20. И на удивление они оказались прикольными. Присаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. Blitzwolf HL1 поставляется в стандартной белой коробке из плотного картона. По дизайну они особо ничего не придумывали, у наушников Fi 7, я помню, упаковка была очень похожая. Внутри нас ждут сами часы и еще одна коробочка, в которой лежит инструкция, кабель для зарядки и ремешок. Ремешок идет стандартного размера 20 мм с быстросъемными шпильками. Очень приятный на ощупь, но быстро пачкается от кожи. На нем сразу видны такие маленькие пылинки, но приятный. Ну а если не понравится, можно заменить на любой другой, размер-то стандартный. Еще понравилось, что когда застегиваешь ремешок, в нем есть отверстие. И получается, что лишнюю часть ты просто убираешь внутрь. Удобно. На часах экран прикрывает защитное стекло. Я не нашел спецификации, закаленное оно или нет, но за неделю использования царапинок не появилось. Но это, конечно, вопрос времени. Корпус у часов металлический, приятно холодит руку. С внутренней стороны находятся контакты для зарядки и датчик сердечного ритма. Ведь часы умеют мерить пульс и даже давление, и даже насыщенность кислорода в крови. Но об этом чуть позже. Для связи со смартфоном нужно установить приложение, которое называется DaFit. Без него часы работать не будут. Размер часов 42 мм в высоту и 35 мм в ширину. Размер такой же, как у Amazfit Bip, да и дизайн тоже что-то среднее между бипами и Apple Watch. И на самом деле смотрятся часы интересно, но явно дороже $20. И на мужской, и на женской руке часы не выглядят огромными. Здесь стоит IPS-экран размером 1,3 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. И дисплей мне на самом деле понравился. Картинка достаточно сочная и отдельные пиксели почти неразличимы. Датчика освещения, конечно же, нет, но зато можно регулировать яркость вручную, всего есть 6 уровней. Правда, даже на максимальном уровне яркости экран не очень яркий, ну и на солнце тоже почти ничего не видно. Сам экран не сенсорный, управление часами происходит с помощью сенсорной кнопки внизу экрана. Логика такая: короткое нажатие для перелистывания меню, длинное нажатие для выбора пункта меню. Хоть с таким управлением я столкнулся впервые, привык буквально минут за 10. Дискомфорта по этому поводу не испытываю. Чтобы дисплей загорелся, нужно или прикоснуться к сенсорной панели, или сделать взмах рукой. В этом случае часам нужно примерно полсекунды, чтобы понять, что вы от них хотите. И кстати, HL1 довольно шустрые, меню так быстро листается, и анимация тоже достаточно плавная. У Blitzwolf стоит влагозащита IP68, что вообще-то серьезный стандарт. Это значит, что часы можно погрузить на глубину до 1 метра в течение получаса, и им ничего не будет. Но это же китайцы, поэтому лучше рассчитывать максимум на бег под дождем, это они выдержат точно. Из коробки часы идут на английском языке, но после соединения с телефоном подтягивается русский язык. И единственное, что портит картину в этих часах в плане отображения, это русские буквы. Угловатые кривые буквы, кривые настолько, что я обратно поставил английский язык, благо запутаться в часах сложно. Да и перевод тоже страдает, к примеру, пункт тренировки переведен как обучение. Ну ладно, это я уже придираюсь. У часов даже есть разные циферблаты, всего их 3 штуки, меняются через приложение. Но на самом деле самый нормальный и информативный это тот, который идет прямо из коробки. Анализ сна. В часах показывается просто продолжительность сна. В приложении можно посмотреть еще и анализ сна, который вроде работает корректно. По фазам сна, конечно, не скажу, но во сколько я уснул и во сколько проснулся, часы показали правильно. Измерение пульса вместе с измерением давления и проверки насыщенности кислорода в крови, мне кажется, сюда засунули просто для галочки. Потому что сколько я мерил, всегда показывало разные значения по сравнению с тонометром. Может быть, динамику по пульсу еще можно кое-как отследить, а про давление вообще забудьте. Не будут часы за $20 мерить нормально давление. Да даже и за $100, скорее всего, тоже не будут. Для этих целей нужно покупать именно медицинское оборудование. А насыщенность кислорода в крови у меня всегда показывала 97-98%, независимо от того, задерживал я дыхание или нет. В Блицах зашито аж 8 видов тренировки, и в памяти они не сохраняются, их можно посмотреть только в приложении. Ну и по крайней мере в плане ходьбы корректность тоже немного страдает.
Потому что скорость одной прогулки у меня зафиксировалась 3,6 км в час, что маловероятно. Хожу я быстро, и обычно этот показатель на уровне 6-7 км в час. Из нужных фишек есть управление музыкой на телефоне. Правда, без управления громкостью, но переключать без запинок, вопросов нет. Ну и есть удаленное управление камерой, может для кого-то это будет удобно. Но, конечно, самое главное в таких часах — это работа с уведомлениями. В приложении можно выбрать нужные вам приложения из списка, но там есть только самые основные, то есть уведомления о звонке, смс и так далее. Добавить свои приложения нельзя, но есть пункт «Другие». Если выбрать, действительно начнут приходить уведомления вообще со всех приложений, но тут есть и минус. На часы начинает приходить всякая ненужная дичь. К примеру, подключаешь телефон на зарядку, и на часы приходит уведомление об этом. Но в целом уведомление приходит корректно и сразу. Правда, влезает только 4 строки, длинные сообщения прочитать не получится. Всего в памяти часов хранится 5 уведомлений. Уведомления о звонках тоже приходят, но поднять трубку или наоборот сбросить вызов с часов нельзя. Автономность. В Блицах стоит аккумулятор на 180 мАч и полностью заряжается за 2 часа. Производитель обещает до 15 дней без подзарядки в режиме ожидания. На практике в день часы разряжаются на 10-15%. Это с несколькими тренировками, измерениями пульса и уведомления на звонки, смс и WhatsApp. Получается, на неделю среднего использования можно рассчитывать, и это неплохой результат. Может показаться, что эти часы я в основном критиковал, но на самом деле за $20 они очень даже неплохие. Неплохие настолько, что всю неделю, что я в них ходил, мне было просто приятно их носить. Да, они давление не меряют, да, у них период на русский кривой, но опять же вспоминаем цену и просто на эти маленькие недостатки закрываем глаза. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, на какие еще умные часы было бы интересно увидеть обзор, кроме Amazfit GTS. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!